Всем привет! Это понедельник, лайв больше. И сегодня у нас не просто понедельник, не просто лайв больше, а необычный эфир. Вы даже не представляете, кто будет совсем скоро. Кто? У нас есть замечательная вторая локация, называется на Players Lounge. И там будет у нас Андрей Рублев. Но пока еще... Мы посидим за столом с кем же? С Игорем Знаменским и Сонечкой Аваковой и обсудим, что? Синер Алькарас. Мы обсудим... Синер Алькарас. Ты намекаешь, то есть, подожди, ты моими репликами начала общаться? То есть, типа, мы перед началом турнира еще знали, кто в финале сыграет итогово. А кто выиграет? И мы знали, кто выиграет. Мы знали, кто... И он не скучный. У него была девушка потом на награждении и собачка. И вообще все было. И шампанским обливали. И он не скучный. Вот. Да. Так, действительно, у нас отдельная наша локация. Правда, у нас сегодня очень большой эфир, который будет состоять из нескольких частей. И совсем скоро тоже вот мы как раз готовим сейчас к эфиру Андрея Рублева. Записывали сегодня с ним много чего, что будем тоже выкладывать в наши соцсети. Поэтому подписывайтесь на все наши соцсети. И на Телегу, и на ВК, и на YouTube, и на все. На все вообще, да, у нас реально все есть абсолютно во всех платформах. Ищите больше, и как раз там будет много чего, что мы для вас подготовили с Андреем Рублевым, который как раз вернулся в Москву, поэтому супер эфир отдельный готовится в другой локации, он будет скоро, да. Мы пока давайте обсудим действительно финал. Итак, итоговый турнир, 8 лучших игроков в нем принимали участие. 2 лучших по-настоящему игрока всего года, последних 2 лет, наверное, без вопросов. Синер Алькарас опять играли друг с другом. Уникальные цифры, которые разлетелись тоже по соцсетям, которые у нас тоже были в соцсетях, что они разделили за 16 проведенных матчей количество очков. Да, все розыгрыши, которые они провели, одинаковое количество выиграл и тот, и другой. Это невероятно. Сонь, давай тогда с тебя начнем. Как тебе, то есть уровень игры, оправдал ли он твои ожидания, получила ли ты от этого финала то, что ты хотела? Слушай, ну, наверное, я была бы более довольна, если бы все-таки дело дошло до 3-го сета. Здесь, наверное, все логично. Согласна, Опять-таки, да. Учитывая, что был сетбол у Алькараса в первой Вел партии. с брейком. Во втором сете мы как бы все подталкивало нас к тому, что это все-таки 3-сетовый матч. Может быть, но этого не случилось. Но все равно по драматизму, конечно, ничто не сравнится с их финалом на Ролан-Гарросе. Я даже не знаю, что должно произойти. Ну, это вообще один из самых удивительных матчей вообще в истории тенниса. Да, в их противостоянии что должно произойти, чтобы они перебили вот по драматизму этот финал. Но я думаю, что мы в обозримом будущем это увидим. По качеству игры там много любопытных цифр и много любопытных нюансов. Например, интересно, что Синер провел этот матч с недостаточно высоким процентом попадания первым мячом. 55%. Это очень мало. При том, что двойных еще. При том, что он очень здорово подает в концовке сезона, и очень здорово и на протяжении итогового подавал, и у него там высочайшие цифры были по суммарным всем показателям, по подаче. Любопытно. Ну, в общем, много всего. На самом деле, это интересная тема, которую я бы хотел, на самом деле, продолжить чуть-чуть. То есть, счет итоговый 7-6, 7-5. Достаточно напряженный матч. У меня нет ощущения, что Алькарас мог сыграть прям на голову сильнее, чем он сыграл конкретно в этот день. То есть, если бы они условно переигрывали финал Ролан-Гаррос, где у Алькараса был легендарный камбэк, то там как будто бы 7 или 8 раз из 10 все равно выиграл бы Синер, потому что он доминировал тогда, и у него случился вот этот вот его развал. Но здесь у Алькараса 70% первым мячом. Он больше выиграл розыгрыши на своей второй подаче. Ошибок было, по-моему, вообще суммарно меньше. То есть... Там... Да, по-разному было. Как будто бы Синер сыграл не идеально, 2-0 все равно выиграл за там, сколько, 1,5 часа. Ну, если вот прям смотреть матч очень внимательно, я не знаю, мне показалось это первое, что очень часто Алькарас ходил к сетке, причем и неудачно, да. Абсолютно неудачно, и мне казалось абсолютно не по месту, не по счету, но это было связано, опять же, на мой взгляд, с ногой, которую он травмировал, и травмировал потом заднюю поверхность, было видно, что она его как-то беспокоит, и может
может быть, хотелось... То есть он понимал, что он не выдерживает розыгрыши с задней линии с Синнером, такой сильный обмен ударами и на такой скорости, поэтому, может быть, он бежал вперед. И вот этот момент, как мне казалось, явился достаточно одним из ключевых, потому что он очень часто ходил к сетке, ну, там, по 30 ровно, и Синнер его стабильно обводил. И еще, если кто-то помнит Ролан Гаррос, проблемы Синнера, на мой взгляд, опять же, начались с приема по линии. Там был такой счет, очень для Синнера хороший, он выигрывал, и он принял эту линию и ошибся. И после этого вот завязалась борьба, и все. Здесь, опять же, на 5-5, 40-30 Синнер принимает линию, если я сейчас не ошибаюсь в счете, и ее попадает классно. Мне кажется, вот этот прием по линии, который вот у Синнера как бы вроде как коронка, да, вот если она у него проходит, то здесь он прям себя чувствует настолько уверенно, что уже его не остановить после этого. Я тоже, я не знаю, вот давайте как раз глянем, да, какие у нас есть цифры по Янику Синнеру, что какой удивительный действительно отрезок он проводит, какой удивительный 25-й год. Это мы тоже вот обсуждали и немножко вчера в студии «Весь спорт», что как будто бы, да, с Женей Донским, как будто бы это правда год Яника Синнера, именно что 6 титулов, 2 победы турнира прошло. Это, извините, при том, что он 3 месяца не играет. Не играл, да, все равно пропустил пару мастерсов, да, по-моему, 2 турнира Большого шлема, забрал итоговый, 2 финала. Майами и Индиан Уэллс он тут не играл, правильно же, Синнер? Да. Да, то есть шикарный сезон, доминирующий абсолютно год. И действительно, вот они за последние 2 года, получается... и плюс он на итоговом не проиграл ни одного сета за последние 2 года, то есть просто всех... Выносит. Вынес просто всех за эти 2 года. Вот... Ну давай, Сонь. Я просто хотел сказать мне еще... просто очень хочется обсудить после матча, что у них было. Но давай сначала, да. Просто короткая ремарка. Ведь часто бывает так, что дома спортсмен выступает хуже, какое-то экстра давление испытывает. Но к Синнеру, похоже, это не относится, потому что в Турине, что в прошлом году, что в этом году, он как будто только вот этой напитывается. Ну, трибуны были сумасшедшие. Полный зал, которые танцуют огоньками в такт музыки, которую предлагает диджей, хлопает там и кричат, как на футбольном поле. И, конечно же, это просто фантастика. И то же самое вот в отношении Алькараса. Мы часто обсуждаем, да, как одного спортсмена может чуть-чуть подкосить тот факт, что болеет против него, что это влияет на него. Но Алькарас... Нет, но я к тому, что вот на него это как будто не влияет. Да, он понимает, что там, естественно, за Синнера больше болеют, но это не вытаскивает какие-то негативные, ненужные эмоции из него. Но он много разговаривал, прости, со своим боксом, между прочим, в этот раз. Прям, мне кажется, он больше, именно в матче с Синнером больше разговаривает с Карлосом, с Хуан Карлосом, чем с когда-либо в другом матче. Видишь, сам Карлос сказал, что ему было комфортно, потому что он чувствовал, что болеют не против него, а болеют за Синнера. Это вопрос, как ты настраиваешься, как ты воспринимаешь. Нет, он говорит, что был этот матч в Перси у него в 21 году с Гастоном, да, где, говорит, просто жесть, просто меня хейтят, этого любят, и это было очень тяжело. Говорит, после этого матча я типа сильно вырос, прибавил как человек. Да, наша Players Lounge уже готова. Андрей Рублев скоро как раз вступает с нашей суперкомандой в работу. Мы сейчас как раз дообсудим финал. Вот давайте про этот финал и про концовочку. Послематчевая церемония, традиционные вопросы, которые им задают. Я говорю, что меня безумно бесит, как они отвечают на эти все вопросы. Потому что я хочу интриги, я хочу какого-то экшена. Столкновения, которого нет. А они друг друга облизывают и говорят: «Господи, какой же ты потрясающий! Как же здорово, что ты меня сегодня обыграл!» И вот, знаешь, и вот опять же ничего не меняется после итогового, с улыбками стоят, Алькарас довольный вообще, проиграл, доволен, рад такой. Это сейчас вернуться, нужна ли церемония на двоих, помнишь, да мы нет, обсуждали? Знаешь, я просто, я не мог, Настя, я прошу прощения, что я заставляю тебя углубляться в эти воспоминания, но условно, Изборн, 2006 год, ты играешь в финал с Жустин Энен, ты проигрываешь супер тяжелый матч, ты вела 1-0, проиграла на тайбрейке, типа, решающего сета. Ну и типа после матча у тебя сколько удовольствия, чтобы такая, Жустин, какая же ты классная. Так здорово, что ты меня обыграла сегодня. Я стану гораздо сильнее после этого поражения. Ну, я честно тебе могу сказать, что у меня нет никакой злости, негатива после финала. Вот если я проиграю в первом круге, да, то тогда, конечно, я просто буду рвать и метать. В финале моя реакция, она будет, безусловно, да, я буду расстроена, я буду там, думать о том, что были шансы или не было шансов, но я не буду вот в состоянии, которое мы часто видим у девчонок, да, в последнее время во время финалов, или там вот в этих речи, когда они говорят поздравительные или там не поздравительные. Язвительные, да, какие-то Ну, там. такие, да, бывают моментики. То есть вот я могу тебе сказать за себя, вот финал, как бы, ну, окей, минимум я сделала. Я готова это принять, да? Я готова принять. И Жустин даже в тот момент я готова принять, но не в других моментах. Сонь, ты как наблюдающий за теннисом человек. Я с Жустиной в финале, к сожалению, не играла. Я скорее как вот тебе не хочется, чтобы,
Ну, хоть, ну, чуть-чуть, пожалуйста, ну, чуть-чуть, вот Ну, как-то... Ну, Я закиньте. понимаю, про что ты, но пока, наверное, меня устраивает то, что они делают на корте. Вот Ага. в том плане, как они выполняют, да, называя вещи своими именами, как они выполняют свою работу. Потому что то, что они делают, я очень хочу вживую посмотреть на это, пока не было возможности. Ну, вот Слушайте, именно. но мне кажется, все равно достаточно игроков сейчас, которые что-то вкидывают периодически. Ну, а Игорю на надо, чтобы это был пресс-конференции. первый и второй. Не Бублик, Нет, не пусть они Кирилл, будут- не мне Муте. нормально. Пусть Мне они, нормально. пусть эти первые и вторые будут идеальные, типа Роджера Федерера или еще кого-то, а вот остальные игры, мне кажется, тебе Да. приносят удовольствие. Давайте посмотрим как раз, кто эти остальные. У нас, да, вот вообще вся гонка этого сезона. И есть итоговый рейтинг 2025-го, который все-таки оставляет за собой Карлос Алькарас. Он выиграл необходимые 3 матча на этом турнире. Синера он опередил, несмотря на то, что Синер закрыл. У нас есть вот такая 8 как раз игроков, да, Музетти, Доминор, Фриц, Феликс, Джокович, Зверев. Кого мы ждем, кого не будет, давайте так, кого точно не будет, одного назовите в этом рейтинге в 2026 году и, соответственно, кто заменит. У меня, например, много вопросов к Звереву, потому что мне кажется, что он, он классный, он Ну, замечательный. стабильно, просто но- он проигрывает топом, но так-то он достаточно Ну, не стабилен. знаю, вот из всех вот вопрос у меня к Звереву Ага. и к Дрейперу, потому что слишком много как Дрейпер он не в топ-8. пропускает. Это имя прям, я Да, думаю, именно прям кто, да, как у нас состав Доминор, итогов? наверное, Доминор. Ну, и- Фриц, может быть. Ну, Фриц, не знаю. Вот А кто Фриц, тогда? Доминор. Шелтон? Кто заменит? Давайте кого-нибудь, может, из наших ребят туда. Ну нет, это не, давайте Нет? уже, давайте уже не будем. Мы наших любим, конечно, мы следим за ними. Но Я Ну, сейчас я не тогда, скажу, подождите, ребят. вы можем вернуть Да, еще раз? верните еще Давайте раз Томми автограф. Пола, моего, давайте туда. Туда, в 8. Томми В общем. Пол уже, да. А Томми Пол Что, где что у нас? значит уже, да? Где он, Он вообще? 20. А, 20-й. Ну, ничего Слушай, страшного. ну, я считаю, что... Э, Нет, почему? Наших-то можно называть? Я считаю, что Даня вполне может где-то там Да. приблизиться. И, Не, мы, естественно, мы надеемся, что Рублев, и Андрей Хачанов, Рублев, да. и Карен Хачанов, и Даня Медведев, Конечно. да, все они будут здесь, мы будем за них очень болеть, очень наши крутые пацаны, все разные такие. А вот вопрос, а верите ли вы, что продолжится ли вот этот отрезок Феликса Ужель-Ясима? Все-таки он пару лет назад залетел. Я бы очень хотела, поскольку Что он это моя крутыш. давняя симпатия. Я, конечно, про него немножко подзабыла, но сам виноват. Тут как бы не Да. ко мне вопрос. Да, прежде чем взглянем на его цитату, буквально короткая ремарка. Важно, мне кажется, что Новак Джокович завершает год на Да. 4-й строчке, потому что Феликс как раз мог его подвинуть, если бы сыграл лучше на итоговом. Но нет, то, что Джокович 4-й, это значит, что в посеве на Австралию он будет 4-м, и значит, что с Синером и Алькарасом раньше полуфинала он не встретится. Мне кажется, это важный момент. Потому что если бы он был 5-м, то он мог бы Да. с ними пересечься раньше. Для него, наверное, важный, да? Нет, Ну как, Джокович, ну, я это думаю, это факт, важно очень. конечно, важно. И я думаю, что он вообще стремился закончить именно свой сезон победы на каком-нибудь турнире. А, в этом и плане. потом уже пойти отдыхать. Хорошее настроение. Да. Так, ну смотрите, он точно... Хотя, не знаю, нет, может быть, хотел сказать, он точно не жалуется, но, честно говоря, я уже начинаю сомневаться. Кто? Ну, Новак. Новак, вообще-то, он периодически жалуется. Новак... Он вкидывает нет. какие-то такие вещи, да? Не очень открыто, это надо прочитать между строками. Да-да-да, жалобы. это так Не, он аккуратненько. сомневается. Мне кажется, он сам сомневается, он откровенно, как раз и вот в последнем интервью с Пирсом Морганом он много интересного все рассказал. Но давайте взглянем на цитату Феликса Ужель-Ясима. Мне кажется, очень такая злободневная цитата. Как раз-таки по ходу итогового турнира на пресс-конференции Феликсу задали вопрос, мол, сказали, что многие игроки выглядят уставшими, изможденными, а ты как будто получаешь удовольствие в полном порядке. И Феликс сказал, мне кажется, ребята совсем оторвались от реальности. Если хочешь играть меньше турниров, сиди дома, тебя никто не заставляет тут быть. И как будто бы с Вот, ним и не поспоришь, смотрите, правда, наверное. хорошая история, потому что, ну, вот не знаю, как мне, сидящему на диване, хочется сказать, ну, да, типа, в чем, типа, проблема, почему он озвучивает базовые, вроде бы, мысли, которые у многих, я думаю, Ну, почти у всех. да. Адекватно. А у тебя тоже? Конечно, я тоже так считаю, что нефига жаловаться. Ребята, вы все это хотите сами, вы хотите зарабатывать, поэтому вы играете достаточно много. Это ваш выбор. Да. Абсолютно. Ну и ты как, Соня? Ну, тоже тут как будто бы солидарны. Потом вы играете выставочные, тоже как-то странно, что вы жалуетесь На график. после этого. Официальный. И вот любопытно, да, мы хотим как раз это мнение, тоже еще узнать мнение человека, который на самом деле никогда на эту тему не жалуется. Наоборот, говорит, я готов играть все Сейчас вообще. начнет. Безостановочно готов играть. Дайте мне Дайте мне столько... больше тенниса. Да, больше тенниса, столько тенниса, сколько только существует. И у нас готова локация Players Lounge. Андрей Рублев с нашей супер командой. Мы передаем вам слово. Накидайте лайков в комментарии. Андрей Рублев Коллеги. в студии больше. Слово коллеги мы не произносим.
Давайте, привет. Мы говорим Коллеги, слово спасибо. «друзья». Спасибо Спасибо, большое. да. Андрей, как бы ты прокомментировал цитату Алисима? Раз сразу же такой запрос из Ничего нашей себе, как студии. быстро ты начал. А как? Ну, Мало времени, да? не резиновый же. Все по делу. Ты тоже не жалуешься Ну, что смотря жаловаться на календарь. на календарь. Смотря с какой стороны смотреть, что именно конкретно меня или что? Давайте мы сейчас вообще представим тех, кто находится в этой локации, и продолжим эту тему. Друзья, Петр Кузнецов, Евгений Донской, Александр Аношин и Андрей Рублев. Скажи мне, пожалуйста, жалуешься ли ты на календарь, что ты слишком много играешь, либо ты играешь столько, сколько ты хочешь? Я не жалуюсь на календарь, я играю столько, сколько я хочу. Аминь. Дальше другие вопросы. Много ли это или нет и так далее, это уже... Но все равно это решение твое. Да. Просто некоторые... Да, понимаешь, это мое. Да, это решение твое. Ты можешь Да, играть, можешь не может, играть. не Просто играть, некоторые да. игроки жалуются на то, что столько обязательных турниров. Я извиняюсь, Руна, мне в любом случае его жалко с его травмой. Но он, пожалуйста, вот расписание, а в итоге он в Стокгольме, да, я извиняюсь, там на 250-ке получил травму. То есть ты мог спокойно не играть этот турнир. Вот поэтому к этому вопрос. То есть в целом у тебя такого нет. Ты просто что ты хочешь, что играешь. И... Нет, просто мы знаем, что ты как бы очень много играешь, наверное, больше всех в туре. Не наверное, а точно. А было такое, что ты замахнулся вот на такое количество, а потом такой, блин, ну что-то я как бы очень много взял. Ну, вот сейчас, наверное, за первый раз за 20 лет. А это, кстати, твое сам к этому пришел? Или, может быть, это уже как-то... Ну, я стал это как будто чувствовать, но не до конца хотел, наверное, где-то в себе в этом признаваться, да, и как бы потом просто получилось признаться. Сань, Да, мне просто был еще такой вопрос. Вот двухнедельное мастерство. Да. Конкретно, ты как к этому относишься? Тут изменения? Как отрицательное, положительное, с твоей точки зрения, вообще все равно? Никак. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы, смотря что мы рассматриваем. Плюсы, минусы. Ну, очень много говорилось про минусы, что вот топ-игроки, да, такие как ты, не восстанавливаются, не отдыхают, а вот какие плюсы ты в этом видишь для себя? Ну, как раз таки наоборот, восстанавливаешься ты больше, потому что ты играешь 2 недели, у тебя больше выходных дней. Да, то есть, ты играешь матч, у тебя минимум через день матч, а иногда в Мадриде у меня было даже 2 выходных вот подожди, дня. сейчас мы все это будем на самом деле Давай. вспоминать, а сейчас прям вот одним словом, ну только эфирным, естественно, как бы ты этот сезон описал свой? Ну, опять же, смотря с какой стороны, с теннисный или не с теннисный? С теннисный. Теннисный, потому что... Ну, понятное дело, с теннисный, получается, если по результатам, самый худший. Мгм. Мы сейчас решили вспомнить твой сезон и пройти по нему с помощью нашей дорожной карты. У нас целая карта будет, на которой мы отметили, на наш взгляд, важные точки, которые связаны не только с самим теннисом. Давай посмотрим. И, собственно, ничего пропускать не будем. Будем идти с начала года до почти до конца. Вот. Путь очень непростой и длинный. Давай сразу начнем и стартанем. И знаешь, как игра детская настолка, вот мне кажется, мы так играли, фишечки переставляли. Титульный старт. Итак, начинаем с этой позиции. Февраль, ты выигрываешь свой первый единственный титул в этом сезоне, обыгрываешь Джека Дрейпера и сам говоришь, что эту неделю провел максимально собранно, с ментальной точки зрения. Все получилось. Андрюша, что получилось и почему не смог продолжить это по ходу всего сезона? Потому что были дальше свои какие-то факторы, которые из прошлого, которые на мне сказывались. Поэтому не получилось продолжить дальше. А собрано, почему у тебя получилось эту именно одну неделю провести так классно? Ну, да, получилось как-то абстрагироваться. Плюс там какие-то упражнения, которые я делал, они были новые, они еще более... Когда новое, оно как-то более ярко работает, не так, как сказать, не так привыкаешь к этому. И вот оно сработало, получилось чуть абстрагироваться от каких-то своих вещей. Слушай, сейчас, Сань, я вижу, у тебя тоже вопрос. Есть теннисисты, которым начинать легче сезон, да? Как бы мы ни говорили о том, что на самом деле границы размыты, привыкшие к тому, что все-таки там только вот теннисисты, по сути, не отдыхают. Ну, получается так, что, то есть календарный какой-то год, он лишь так вот просто символически дает начало Новому году. А есть те, кому заканчивать. Там, он, например, после середины сезона начинает хорошо играть. Ты какой тип? Вообще непредсказуемо. То есть у меня бывали сезоны,
где, наоборот, я выдавал начало очень классное, и по ходу сезона оно все как-то хуже. Начало там было классное. Четвертьфинал Австралии, полуфиналы, полуфинал Майами, финал Монте-Карло и так далее, и так далее. И оно потихоньку шло вниз. Потом было, наоборот, классное начало, потом, наоборот, не очень после Австралии, и там какой-то год я отыграл классный конец. Финал Шанхая, полуфинал Вены, полуфинал Парижа. То есть нет, в моем случае баланса нету. Давайте в этом двигаться ничего. дальше по карте. В этом стабильно. Я вот как раз хотел отойти немножко от тенниса. Давай. Давайте снова на карту нашу посмотрим. У нас там дальше после титульного старта лето в марте. Бывает Да. и такое. Да, лето в марте. В это время где-то у тебя вышла такая публикация в соцсетях. Фото с неким американским музыкантом Джаредом Лето. И как кажется, что эта фотография была сделана не в марте. Нет, мне просто было лень ее выставлять. Да Ну ладно. и да, никак не доходили руки. Потом был предсезон, были тренировки, потом турниры, потом не очень результаты, потом что-то еще. Мгм. И как-то все... Ну, расскажи поподробнее, где про эту фотографию, где она была сделана, И когда. тут На улыбаешься. предсезон в Дубае у них был концерт, и связались с группой Агентами? да. И, ну и все. И они ответили, организовали встречу, поговорили, сфоткались, и он пошел уступать. А ты общаешься с ним вообще вне Не, музыкальной не. истории? То есть вас там знакомыми там, или друзьями назвать не очень Не, корректно? не. Но, если честно, я прям помню твои эмоции, так было Ну, классно. круто, конечно. Да, эмоции ты сказал, то, что я не ожидал, Ну, ты я не стоял прям ожидал, около да, музыкантов. то есть это было- отношение было, то есть все равно бывало часто, когда звали на концерты каких-то музыкантов или так далее, Мгм. но там было отношение просто отдельная гримерка, билеты вообще где хочешь туда ходишь, там агент его там водил везде, потом завел вообще на сцену. Сцену, да, я помню. То есть вообще, то есть они там потом попрощались со мной, ну то есть отношение было как А есть разница, где смотреть такой крутой Ну, концерт? из в зала зале? лучше, конечно. Из зала. Из зала. Потому что когда Ну, ты сзади, звук да. другой, да? Но У очень тебя есть любопытно. какой-то концертный must-have на сезон? То есть ты такой, что бы ни случилось, мне нужно для того, чтобы перезагрузиться, пойти на столько-то количество концертов, и я их вот сюда вот в календаре засуну. Нет. Вообще, да, то есть ты можешь спокойно прожить без концертов. Окей, тогда еще концерт, на котором ты еще не был, но хочешь попасть. Любой Не знаю. исполнитель на планете. Валерий Много, да. Меладзе. Или еще раз ходить на чей-то. Да и много, Марк и Гаррис. сходить. А я был. Ну, может, еще раз. Может, еще раз, да. Ну, понравилось, Не, ну так? на ACDC бы сходил. О, О. кайф. них не Слушай, было. мы сейчас представили с помощью искусственного интеллекта тебя на различных концертах. Давай посмотрим Давай. и прокомментируем, что мы увидели. Мы сами не знаем, что искусственный интеллект приготовил. Будьте любезны. Пожалуйста. Ты хотел хотел, и ACDC. уже попал. Да. Уже можно выставлять в соцсети, Слушай, показывать, ты что по ты там вайбу, был. мне кажется, абсолютно попадаешь под... Мы Везде даже были, сразу да. не поняли, что здесь не так на самом деле. То есть мы думали, что это полноценный Это коллектив. гитара, да, там? А если бы ты гитару бы разбивал бы, а не ракетку? Ну, звучит здорово. Второе. Это Coldplay. Кстати, Женек был на Coldplay. На них тоже можно сходить. А ты был? Нет. А Женя был. Ну, я знаю. Да, потому что нормальные люди, они в Австралии готовились к турниру, играли Здесь гонконг. Андрей просто говорит, как его, Рик Мартин. Крис. 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 Господи, не Крис, Рики Мартин. Да. говорит Крису, типа, чувак, ну не показывай меня, ладно, окей, вот просто, чтобы не делай так, чтобы камеры меня О, выхватили. Здесь нормально. Жека Я не тоже сразу был. узнал. здесь Жека тоже А был. ты Я не не был на был, этом. да. Интересно, какой трек? Тоже можно сходить. Я тебе видосики скину потом. Lose Не Yourself, осталось много. наверное. Что-то из старенького, мне кажется. И последний концерт, на котором ты побывал, по крайней мере, в этом году с помощью. Подброс? Да. Ты в хорошей физической форме. Нет, это, кстати, Пинк на самом Ну, деле. кстати, Спинг же у тебя тоже была, да, Да. совместная фото? Да. А на ее Что, концерте они ты просто был? так? Нет. Она, кстати, очень любит теннис, да? Ну, да, она, я не знаю, как она сильно любит ли она сам теннис, но она на теннисных мероприятиях бывает. Вы несколько раз виделись Да, вообще. да. Ты знаешь, на самом деле, я вот сейчас вот подумал, я помню тоже, когда вот я играл, есть разные вещи, чтобы разгрузить голову по ходу сезона. Ну, что-то получается, что-то не получается, но в любом случае это может быть что угодно. Я помню, я прихожу, какие-то там сериал «Друзья» включил вечерочком, постоянно веселое настроение немножечко получаешь.
А вот в твоем случае концерт — это то, что помогает тебе разгрузить голову от турниров, от какого-то вот, от тренировочного даже какого-то процесса? Да, я думаю, что это просто приятное время препровождение мое. То есть у каждого оно разное, кого-то Да, я поэтому и пойти спрашиваю, поужинать, потому еще что что-то. Ну, я же и не хожу на них так часто. Там 2 концерта в год. Поэтому я и спрашиваю. Или иногда какие-то года без концертов. Поэтому я не могу себе сказать, что какой-то там этот... Концерт Аман. Да. Слушай, а вот про музыку еще вопрос. Многие теннисисты, я знаю, слушают музыку перед матчем. Ты вообще Не такой слушаю. или ты всегда разгружаешь? Да. Ни до, ни после Не. ничего не Но должно. я должен уточнить то, что Андрей — это тот человек, который вот в пандемию меня познакомил с такими диджеями, как Мартин Гаррикс, я таких не знал. А как? Он просто тебе скидывал, да? Он, да, Послушай, да, Как- он мне как сказал, пандемия? послушай. Я Вы даже же ему не тогда ходили сказал, к у меня ним, сын по домам? был просто так кайфовал, я извиняюсь за такое слово, от одной песни, которую именно Андрюха прислал, и он такой: да Андрей мне прислал, у нас до сих пор видит. Поэтому Андрей, я знаю, точно очень любит музыку. И для него, мне кажется, это тоже такая часть, нет? Жизни? Ну да. Ты у меня тоже с музыкой ассоциируешься. И давайте дальше Ты даже рок-н-ролльнее Мгм. в этом сезоне, еще рок-н-ролльнее стал. Да, кстати. особенно с этой прической, я тебе уже говорила это. Давайте посмотрим опять нашу дорожную карту Андрея Рублева и будем двигаться дальше. У нас следом идет Америка. Футбай Америка. Америка — это у нас Индиан Уэллс и Майами. Вообще эти два турнира, они на самом деле славятся вот такие, они, наверное, отличаются от многих других тем, что если ты там выбываешь достаточно рано, то у тебя приличное время, много дней для того, чтобы готовиться к следующему турниру в Майами. Вот. И в этом году тоже так получилось. Вообще там 4-й день какой-то был полон сенсаций, там и Джокович проиграл. Ты достаточно рано тоже выбыл. Как вообще в целом вот как ты проводишь это время, точнее, как ты пытаешься подготовиться к Майами? Ты раньше летишь в Майами, либо ты остаешься подольше в Индиан Уэллсе? Да. Там действительно неделя, наверное. Ну да, обычно все равно остаемся, нет смысла лететь рано в Майами, потому что, во-первых, много, как правило, народу, все это дорого, отели, не отели, это дорого. Как правило, в Индиан Уэллс все равно, даже если ты проигрываешь рано, ты все равно оплачиваешь до какого-то определенного дня, то есть тебе в любом случае еще твое жилье проплачено, с тренировками все там легко. То есть Кортов много, да, кортов очень? много, да, даже если не в самом клубе, то где-то там в других кантри этих клубах или, не знаю, не суть. И как бы, да, спокойно можешь тренироваться, готовиться еще пару дней. Вы там готовитесь очень к Майами. доступны. Вот мне кажется, вообще игроки в Индиан Уэллсе в какой-то семейной обстановке находитесь. Дома, обеды, как-то все очень по лайту. И мы смотрели сейчас кадры, ты уступил как раз во втором круге Индиан Уэллса Арнальди. Давай послушаем твое интервью. Ты со мной как раз тогда общался. На следующий день после поражения вот что ты тогда сказал. Почему не получилось реализовать то преимущество, которое было во второй партии? Начнем с этого. Не получилось, потому что опять немножко вернул, флешбэкнуло старое состояние, и все, да, слишком наперед забежал в мыслях о том, что как будет, что будет, началась паника, ну и все, и классика. Ты знаешь, когда вот я смотрела за этим матчем во втором сете, все равно казалось, что, Больше шансов, да. Ну, ты Мне возьмешь тоже его. казалось. Ну, видишь, в итоге паника взяла верх. Важные, мне кажется, слова. Вот я для себя это так сформулировала. Кажется, что в тот момент ты так нащупал и понял, что нужно что-то менять. Ошибаюсь или нет? Нащупал-то я давно, что нужно что-то менять. Нет, там нужно было что-то ответить, я отвечал. Вот, поэтому нет. Потому что менять что-то я нащупал давно, просто не знал, как и что именно, наверное. Просто сейчас больше стал понимать, что именно и как. А вот Это- именно в качестве команды не было какого-то... Наверняка, я всегда думаю... Мне так кажется, по крайней мере, у меня такое впечатление, мы давно дружим, ты всегда копаешься в себе, пытаешься найти именно в себе что-то. А потом, наверное, какой-то момент произошел в сезоне, когда ты, вот, может быть, это именно он и был, когда думаешь, может, кто-то может мне помочь, и может поменяться команда. Не было такого именно в этот момент. Чтобы, знаешь, допустим, какого-то, грубо говоря, там, поддержка или люди, которые могут в этом плане помочь. Изменения в команде именно.
Но в себе копать, потому что во всем виноват ты сам всегда. Я знаю, поэтому на неважно, это и теннис, намекал, не да. теннис, жизнь, виноват во всем, что у тебя случилось, ты сам. И поэтому копаться в других нет смысла. Команда не команда, но опять же, зависит от тебя. Если ты чувствуешь, что почему ты с этим человеком работаешь, потому что привык, либо потому что уже не можешь или не видишь, что он что-то не дает, опять же, твоя вина. Вот. И просто ты должен следить за этими моментами, отслеживать. Да, ну игрок все равно делает ошибки в течение своей карьеры. Ну, конечно. Получается, ты все равно пытаешься Просто сделать для себя отслеживать. как можно лучше. Я просто даже на себя перевожу. И, наверное, сейчас, возвращаясь, там, я, наверное, сказал бы, да, наверное, какие-то года там где-то я думал, что я сам что-то там решу, но я думаю, нет, давай-ка сейчас бы сказал, надо было найти там тренера. Вот. Мне кажется, в каком-то моменте да, то есть ты правильно понял, это- что Да, сделал ошибку. С тем тренером ты сделал ошибку, или что у тебя не было тренера, ты сделал ошибку. Все, ты начинаешь искать того. Ну, вот как раз об Да. этом Но больше. опять же, это ты, кто это делает. Мгм. То есть ты не ищешь, кто за тебя это сделает. Согласен. Ну, вы знаешь, Андрей, еще интересно, то есть ты в какой-то момент, вот в недавних интервью нам тоже говорил о том, что ты, грубо говоря, пожертвовал 7-минутным результатом для того, чтобы построить нового Андрея Рублева. Вот интересно, в какой момент ты решил это делать? Это было Вот. тогда? Да, это Или все-таки чуть позже? Наверное, какие-то... Это... Давно, какие-то, наверное, чувства внутренние давно было, просто это прокатывало в плане каких-то результатов, в плане всего. И, наверное, когда просто достиг пика своего... Ну, нет, пика неправильно, ну, достиг своего какого-то вот все... Потолка? Нет, не потолка, а наоборот. Полностью потери с собой, потери совсем, то есть своего какого-то кризиса пикового, ну не пика, не буду говорить пикового, просто достиг какого-то кризиса, что я понял, что все, я не хочу, не могу, и все, да, и не знаю как, не знаю что, но не могу так жить, и нужно что-то как-то делать, менять, ну и просто стал дальше потихоньку как и что. Насколько бы ты сейчас вот эти изменения, за которые ты взялся, оценил, ну вот если мы берем, ну, естественно, идеал за 100%, насколько ты сейчас к нему приближаешься? Сколько это процентов? Ну, 60%, наверное, точно. Уже кайф. Давайте вернемся к нашей карте, и там дальше очень важная точка для всех нас, потому что весной этого года проект «Больше» объявил о сотрудничестве с Андреем Рублевым в качестве амбассадора. И помимо этого еще Даня Медведев стал амбассадором и олимпийская чемпионка Настя Павлюченкова. Это очень круто, друзья, и это только начало. Да, и благодаря Нашей этому как раз совместной- мы тебя видим наконец-то в Москве, в этой студии. Да, Очень да. этому, друзья, Не рады. работы, но нашего Да. творчества совместно. Да, креатива. Поставьте, пожалуйста, лайк. И дальше мы двигаемся. Тоже важное событие, как раз к которому приближаемся. Грунтовая часть сезона. Мы совместно объявляем о том, что Марат Сафин становится одним из твоих тренеров. Это было, как я уже сказала, очень важно. И для мирового тенниса была прям супер новость. Мы прилетели к тебе в Барселону, были свидетелями одной из первых ваших тренировок. По-моему, чуть ли не второй раз вы вот проводили такую официальную тренировку у себя в академии в Барсе. Мы сейчас увидим как раз эти кадры, которые мы Как снимали сейчас помню, синий пуховик на Марате был такой. в начале. На фотке. Да. вон, Потому что было прохладно еще. И давайте посмотрим. Андрюш, у меня вот ощущение, что ты привел тоже Марата в очень неплохую форму. Потому что здесь вот на этих кадрах мы видим, что Марат, видимо, давно не двигался, но благодаря вашим интенсивным тренировкам, причем не только с тобой, он вообще много времени проводил в этой академии с детьми, для меня это было поражение, я поразилась просто, когда я вижу, что Сафин стоит там по 2 часа, когда он там ждет тебя и играет с 14-летними, 15-летними мальчишками, ну прям он увлечен этим процессом. Короче, он сейчас в хорошей физической форме, мне кажется. Да. Похудел? Ну, думаю, да, он за собой следит, то есть старается ходить в зал, меньше есть. Поэтому сейчас не знаю, сейчас мы не виделись. поэтому Вместе не на знаю. предсезонке сейчас будете опять. Да, Вот да, снова, сейчас да. на предсезонке опять, наверное, Как не начнем видите? следить. Ну, на самом деле, Честно, даже не есть знаю. история. Я помню, мы договорились тренироваться с Маратом в Шанхае. И он мне быстро смс-ку присылает, что Давидович Фокин, он так написал, говорит, сдох, ну, физически. Поэтому мы еще играем. Я, говорит, с Андрюхой сам поиграю, поэтому не смогу с тобой поиграть. Поэтому я Было плюс 40 тогда. Да, я в Шанхае помню, было да-да-да. действительно очень жарко и влажно.
Я к чему это веду? К тому, что он достаточно часто с тобой играет. Прям на корте играет. Ну, сейчас, Ну и стоп, я видел, он тебя разминал. В азиатском трипе, да, почти Да? постоянно со мной играл. То есть вначале такого не было? Ну, С грунта? в начале нет, просто мы играли турнир, если я проиграл, мы улетали тренироваться. И когда тренировались, как бы он либо играл со мной, либо я с кем-то, играл, ага. а в азиатском, то есть если я проиграл, мы оставались. Понял. Вот, и там, да, большую часть дней он со мной играл. А есть разница вот для тебя как игрока, когда Марат или вот рядом с тобой находится, на твоей стороне, да, корта, либо когда он прям с тобой физически играет? Как строится вот это общение? Что может быть проще? Когда прям тренер рядышком на ушко тебе что-то рассказывает, либо выступает в роли спарринга? Ну, наверное, проще, когда рядом стоит, я думаю. Когда рядом, да. Слушай, это уже Монте-Карло, уже видно, что за месяц он прям Прям сильно похудел, да. подтянулся. Я бы хотел сказать быстро, а вот это классный был вопрос. И я вот на самом деле, вот мы с Кареном тренируемся, Мгм. и я понимаю, то, что мне очень много видно, когда я, наоборот, против него играю. А, против? Да. Ага. И именно вот я как раз к этому и веду, что вот я как тренер, можно сказать, я играю против него и понимаю, то, что там плотно мяч летит, не плотно, тяжело, откуда Ну, он... такие, да, да. да. Вот и это, я как раз и говорю, что со стороны игрока это одно, а со стороны тренера Да. это чуть другое, интересно. Не, просто ему там иногда подсказывать не так легко, если он играет со мной какие-то. Конечно, моменты. я понимаю, да-да-да. со То есть стороны. он, когда играет, да, понятное дело, он Конечно. видит, наверное, и чувствует больше, но в плане тогда ты лимитируешься в плане подсказок. Ну да. Слушай, знаешь такой момент? Ну, то есть мы сейчас обсуждали, ты повлиял на Марата, очевидно, он вошел в форму, но интересно, вот как Марат повлиял на тебя, и, может быть, ты назовешь две главные вещи. Одну в плане тенниса, а другую в плане там, жизни, да, за пределами корта, которую он сумел поменять в тебе за этот год. Безусловно, спокойствие, ну и более, наверное, повзрослее. Вот. На корте то, что, ну, чуть видение по-другому поменял, то, что стал видеть какие-то вещи, которые раньше там не видел или не так о них задумывался, когда с появлением Марата. А какие? Какие это вещи? Это банальные вещи, как и по сути все знают, просто никто этому так там значения не придает. Там, лишний раз к сетке ходить, почему, для чего, для чего менять темп, для чего не так иногда важно именно хреначить. Ну да, больше какие-то токсические, технические. Вот. Слушай, а вот тоже интересный момент, то есть когда видео мы все время следим, очень пристально, видео с тренировок прилетали, Марат как будто очень много акцентировал внимание на твоем тайминге справа. Вы там что-то меняли конкретное? Или... Потому что там вот эти вот ролики, которые потом расходились, как он тебе показывал, как там к мячу подходить, что-то такое. Вы над этим специально как-то работали? Ну, сейчас на предсезоне будем еще уже, наверное, специальные, более специфические работать, потому что на турнире все равно ты не можешь прям что-то так менять, и больше когда... То есть он старается напоминать, чтобы как-то следить за этим, там, условно, замах раньше, вес тела вперед и так далее, и так далее. Просто на турнире ты не можешь какие-то определенные упражнения для этого делать, потому что тебе играть уже, ты должен играть тем, что ты можешь играть. Вот, а сейчас как бы на предсезоне, наверное, будет это уже более специфически уделяться. Слушай, последний, извини меня, просто без как теннисный проблем. гик. Саш, может быть, нам уйти? Нет, ну я так замолчу. думаю, ты же знаешь. Не-не, я просто хотел, знаешь, последний матч твой против, вот, например, Шелтона, очень круто было заметно, что ты постоянно меняешь высоту, ритм. То есть это уже вот... это правда, что ты стал немножко по-другому справа вести 60% атаку? изменений. Что чуть больше через вот такое давление, не через силу, а может быть через изменение, варьирование темпа, скорости, высоты, какое-то разнообразие? Ну да, правда, просто это процесс, который он занимает время. То есть, тем более, когда там 20 лет ты играешь в один теннис по одному, и у тебя склад ума один, то есть ты всегда одни и те же решения принимаешь, одни условно и те же мысли и так далее, то там за короткий срок невозможно поменять и мышление, особенно в стрессовых ситуациях, и еще и игру. То есть ты как бы, когда ты вне корта, ты все понимаешь, что да, типа так, но идти это сделать, это занимает большой перелом себя процесс. Петь,
Ты сейчас будешь подытоживая, играть одну фразу. И Я я- просто как не теннисный гик, а как человек, который вот фанат и любит со стороны на теннис смотреть. Я так рада, что Марат вернулся, потому что он вот сколько лет назад он закончил карьеру. Ну, 9-й, не знаю. да, 9-й, да. 10-й. То есть это было давно. Люди его помнят. Он собирает столько же фанатов, сколько и, простите, Да больше. Андрей Рублев. В Шанхае вообще была чума какая-то. Просто люди его окружали, огромная кудрявая голова вот так вот тихонечко. С охраной. С охраной продвигалась. И это дикий кайф, что настоящий рок-н-ролльщик. Мы с ним специально тренировались в Спасибо зале. тебе, Андрей, и за это, в общем. Что вы в Шанхае Марату за Специально это тренировались в спасибо. зале, потому что на улице все могут фанаты увидеть, а в зале все Да, закрыто. да, да. private? Мне знаете, что интересно все-таки? Вот если мы сейчас подытоживаем вот это начало сотрудничества, вот вы когда, значит, стало известно, что вы работаете, первая вот его фраза или первая установка, которая и была на это сотрудничество, она в чем заключалась? Ну, в любом случае, когда ты начинаешь какой-то большой проект, ты ставишь глобальные какие-то задачи. Ну что ж, попробуем тебя привести там к... Нет? Как это выглядело? Эти задачи, которые ставились. Выглядело это намного проще. Что, пошли на корт? Вот так. Нет, намного проще. Как бы либо ты делаешь, либо нет. Время тратить я не буду. Кайф. Логично. Либо ты готов ломать себя, менять, быть честным с самим собой, либо как бы нет, отговорки, ну и время мне тратить нет смысла. Супер. Мы знаем, что он за словом в карман не полезет, и что думает, то и говорит, на самом деле. Собственно, за это мы его и любим. Поэтому мы прямо сейчас предлагаем тебе с нами поиграть в игру. Мы будем предлагать тебе околотеннисные ситуации, а тебе нужно выбрать один из вариантов, как бы Марат Сафин повел себя в этой ситуации. Потому что ты явно знаешь его больше, чем мы. Или чтобы ответил. Итак, внимание, сейчас ты поймешь, как это работает. Поехали. Первая ситуация. Перед важным матчем заселили в номер под ночным клубом. Что Варианты. Сафин говорит? Либо я спускаюсь к ним, либо они поднимаются ко мне, но кто-то сегодня точно не выспится. Первое. Ну, все логично. Подожди, еще раз зачем сначала я Либо я послушал. спускаюсь Это к просто ним, короткий вариант, а Давай, я перед тебе важным буду матчем заселили в номер над ночным клубом. Что там? Варианты какие? Первый? Вот, первый, значит, Да. Марат говорит, так, все, либо я спускаюсь к ним, либо они поднимаются ко мне, но кто-то сегодня точно не выспится. Второй вариант. Ну, все логично, они там бухают, я тут страдаю, баланс вселенной. Третий вариант. Скажите им, что завтра матч, может, сделают потише. Хотя нет, не сделают. И вариант номер 4. Ладно, если не могу спать, давайте хотя бы нормальную музыку, а не вот это вот. Как бы повел себя, если выбирать из 4 вариантов, Марат, чтобы он ответил? Да пусть будет, Да, мне Первый. кажется, что Напрашивается по твоей реакции, да. По твоей реакции было понятно, что ты узнал Напрашивается, Марата да. в этом. Поехали дальше. Следующая ситуация. Организаторы требуют выйти на корт после ночной грозы, корты полуживые, вот это все, играть практически невозможно. Что бы сказал Марат? У меня ощущение, что мы все делаем, чтобы теннис мне окончательно надоел. Вариант номер 2. Если я здесь убьюсь, вы потом будете говорить, талантливый, но нестабильный, да? Третий. Вы очень хотите шоу, просто не удивляйтесь, если это будет не то шоу. И четвертый. Мне кажется, природа уже поставила отмена. Мы чего, спросим с небом, что ли, будем спорить? Ну, не один из этого варианта. Ну, максимально сказал? близкие. Да, Надо. надо, иди. Я тоже думаю. Ну, раз сказали, то надо идти, да? Да. Он не будет... Окей. Третья ситуация. Будьте любезны. Журналист после матча задает вопрос, почему вы проиграли. Марат Сафин говорит, потому что он набрал больше очков. Дальше у нас какая рубрика? Это классно. Вариант номер 2. Да мне самому интересно. Может быть, вы мне потом по телевизору объясните? Оба. Третий. Я плохо играл, он хорошо играл. Все как в жизни. Кому-то повезло, кому-то нет. Четвертый. Давайте так. Вы сейчас зададите нормальный вопрос, а я попробую нормально ответить. Ну, вот это Видимо, пассивная что-то из агрессия. первого или из второго? Ну, вот, да, либо, наоборот, первый, да, так, если в смешной форме, то первое. Либо последний, задайте нормальный вопрос. Это в Как по мне, зависимости... три. Какой- Три, это кроме, зависит от кроме настроения, Ц. Марк. Да. Три отдал бы. Мне потом по телевизору объяснить? Ну да, скиньте мне по почте. Ну, Ваш кстати, мне вариант. кажется, что ты тоже вот из первого и второго варианта, если бы тебе задали этот вопрос, примерно, да, так же ответил. Ну,
из того, что это, с одной стороны, понимаю, что других вопросов особо не может быть, но Ну да, с другой да. стороны, эти вопросы постоянно, то, конечно, ты уже отвечаешь, не думай, ты отвечаешь просто стандартный Да, да. набор. Это самый бесячий вопрос, да? Не бесячий, просто, ну, а что там еще спрашивать после матча? И как бы у тебя уже есть стандартные фразы Ну, ответа, вопрос. которые даже не думаешь, что просто и одно и то же отвечаешь круглый Но год. при этом ты же тоже журналисты... Я правильно понимаю по твоему ответу, что ты журналисты тоже понимаешь, что Ну типа, да, а что он там ограничен? спрашивать после матча? Он как бы ограниченный, плюс там еще он ограничен в вопросах, плюс по-любому там какое-то определенное количество времени дается, там он же не может с ним стоять, расспрашивать, поэтому какие-то он по матчу основной вопрос спрашивает. Спасибо за понимание. Уважение, да. Вот. И, наконец, четвертая ситуация. Давайте ее рассмотрим и тоже поймем, что бы ответил Марат Сафин. На соседнем корте кто-то орет так, что невозможно сосредоточиться. Варианты. Может быть, мы поменяемся? Я покричу за него, он поиграет за меня? Скажите ему, что это тренировка, а не кастинг в рок-группу. Третий вариант. Если бы крики выигрывали матчи, он уже бы был номер один. И четвертый. Если он так орет на тренировке, страшно представить, что он делает дома. Но он вообще внимания не обратил. Он даже бы не заметил. И он не раздражается вообще на такие вещи? А когда играл? Если Когда бы... я играл, я раздражался, наверное. Сейчас вообще можешь хоть в бубен перед ним бить, мне кажется, он... Серьезно? То есть, если бы ты обратил его внимание, типа, Марат, там, ну я не могу, он сказал, ты ну дурак? тогда пойдем домой, да? Ну, Как типа того, сказал да, ну другой. и иди отсюда. Иди играй. Да, не, один раз он разразился в этом году, и я плакал от смеха. Давай. Что, мочить? Давай, конечно. Но это не так смешно, как в моменте. Мы, по-моему, на поезде Пекин-Шанхай как раз таки ехали, и поезд полностью забит. Чемоданы у нас там были в одном, получается, купе, мы сидели в другом. И мы специально уже, когда все... Чемоданов у нас полно, специально ждали там, ну, не торопили, чтобы все вышли спокойно, чтобы могли пойти забрать эти чемоданы в одно купе, там в этом узком проеме протащить их. Ну и в итоге, когда забирали чемоданы, в этом маленьком узком проходе мы пытаемся там, нам вдвоем тяжело эти чемоданы доставать. Ну и просто уборщица в этот проход втискивается, никуда не уходит, что-то там стоит, ковыряется, убирается. Психанул На ситуацию. на ситуацию, что, ну, как бы, дословно не буду говорить, просто, что, как бы, что она уйти не может. Стоит здесь и стоит, она издевается, типа, уйти не может, и я такой смотрю, неужели это совершилось? Он дал эмоции, и все, меня разорвало. И я просто... Потому что он дал эмоцию не на матче где-то, а на уборке. подумать, да, если это происходит, И то не потом на матче. вы вышли из поезда уже, идем с этими чемоданами, и просто перед нами прям выбрасывается из вагона мешок мусора, прямо и падает перед нами. И у него опять лицо было. Что он... Ладно, в Ну, общем. хотя мы знаем, что Но Триггерит это Марата. не... Ну, там Извините. с Ну, матюшком, там да, видимо? совсем... А, наверное, надо сделать теперь вот этот вот викторина, которая только что была, твоя игра. Вот эту ситуацию представить, и его ответы надо напридумывать. Да, 4 да. штуки сейчас. Да. Вернемся к нашей карте и давайте посмотрим и пройдем следующий пункт этого сезона. Он называется «Хорошая неделя». Да, и здесь первый успех ваш с Маратом — это финал на турнире в Гамбурге, и вообще на этом турнире ты очень хорошо играл, но при этом вот в недавнем эфире нам сказал, что переиграл бы финал с Каболи, да, вот мы, помнишь, тебя спрашивали, какой бы матч ты в этом сезоне переиграл бы? Один, да, ты сказал именно с Каболи. Получается такое противоречие. Классный турнир и, вероятно, финал, который тебе очень не понравился, да? Для тебя это успех? Да, Вот этот конечно, турнир. финал. Я что, мне в этом году, что ли, так много финалов? А вообще Это не финал считается успехом на турнире? Для тебя? Ну для тебя? да, чему нет? Мне Ну, мне говорить, когда я там насобирал первых кругов в этом году. Ну да. А что Поэтому- именно тебе не нравилось в твоем поведении на корте во время Гамбурга? Это какие-то излишние эмоции? Либо то, Ну, что ты... просто перегорел, что излишние эмоции, и все, я там сразу впал в панику и в ней пробыл до конца А матча. паника почему? Потому что очень хотелось выиграть? Ну да, я понимал, что я каким-то образом там после неудачного всего грунтового сезона там на проигрывание в первых кругах хорошо стал там. Первый матч еще как-то входил, и потом как-то смог набрать какой-то уровень, стал опять
хорошо играть. Получилось вообще обыграть очень уверенно Феликса. То есть только набирал, и как бы, ну, и что, блин, я круто играю, что вот финал, есть все шансы, что надо, еще больше желания появилось какое-то, ну и все, и оно и накрыло так, что как сам, короче. А вот скажи, вот я просто тоже вот вспоминаю, тоже бывает по-разному, когда ты готовишься к матчу, именно ты переживаешь, всегда это любой матч. Переживаешь всегда, это нормально. Да, это нормально. Ну, то есть, получается, у тебя есть какая-то там рутина, которую ты пытаешься, ну, скинуть с себя, либо привыкнуть к этому нервику, так скажем, этому слову. То есть вот здесь вот была какая-то, точнее, так даже задам вопрос. Можно было ли что-то поменять, если бы ты мог вернуться вот в этой подготовке именно к финалу? Как-то больше к этому подготовиться, к нервам? Ну да, не готовился забить просто. Вот, да, то есть можно было что-то изменить? Ну, конечно. Не думать говорить, что об я этом. там должен, вот сейчас я опять стал хорошо играть, вот сейчас надо показывать уровень. А Вот, теперь тогда другой вопрос. да. Вот тогда показывать уровень. А в тот момент ты думал, что это правильный подход был к финалу? Ну, когда ты как бы играешь, и у тебя получается, ты играешь все лучше, с каждым матчем лучше. Вот надо финал забрать. И ты такой, типа, блин, ну вот все, давай, продержись еще вот один матч такой же, выдай, ничего не меняй, давай, ты сможешь, у тебя сейчас все получится, ничего не меняй, все то же самое вообще. И в итоге сам себе создал этот А важно было, что все-таки это... капкан. Что и для Марата ты хотел выиграть этот титул, потому Нет, что... Марат вообще был все равно. Нету такого. Тебе, для Марата. Для тебя, что тебе важно было, что, чувак... ты Да, не Марата там не было. Ну, слушай, вы только начали сотрудничать, первые грунтовые как бы Не. отрезок, что ты Нет, не потому зря что как бы Марат, согласился. во-первых, ну, другие цели. То есть ему на Не эти титулы. турниры, что первый, что финал, что победа, как бы, ну окей, выиграл, супер, молодец. Но ему условно неважно, если я проиграю первый круг, делая то, что я должен делать, либо я дойду до финала, делаю полную фигню, первый круг, но делая все то, что нужно. Мгм, то есть проведя условно классный финал, но, точнее, турнир, может быть, криво-косо, дойдя до финала, не показывая то, что вы с Маратом договаривались, смотря- он может быть недоволен все равно. Нет, не такой недоволен. Смотря, что есть задача. Либо ты ее выполняешь, либо нет. Вот и все. То есть, смотря, что значит дойти до финала криво-косо. Если как бы уровень игры какой-то, то все, как бы, ну, ты не можешь контролировать уровень игры. Психуешь ты, Но если ты себя ведешь ругаешься. ужасно, Да. как я там истерю, Да. веду себя как истеричка, как это бывает, и неуважительно там к соперникам, к команде и ко всему, то, конечно, ну, нафиг ему время тратить. А хорошо, а смотри, такой вопрос. А если бы тебе бы придавало это результат, то, что ты нервничаешь, ну, к примеру. Но оно же не придает. Если бы это придавало бы результат, ты бы выбрал то, что быть первым, к примеру, выигрывать большие шлемы, но ты, окей, ты нервничаешь, психуешь, ну, не знаю, ломаешь ракетки. Я не говорю, что ты какой-то... Только через это, только Но через только эмоции так ты выигрываешь, можешь да. выиграть. Либо это то, что Марат тебе пытается, ну, точнее, ты, а Марат пытается помочь, к чему вы пришли. Но тогда ты, ну, так скажем, наверное, будешь свою дорогу пройдешь. А там есть как будто гарантия, что ты выиграешь. Вот такой вопрос гипотетический. Что бы ты выбрал из этих двух вариантов? Понял? Я бы ничего не выбрал, потому что смысла нет думать о чем-то, чего нету. То есть это не работает. Смысл мне представлять, если это... А? Ну, хотя да. Ну, типа, смысл представлять, если это будет... Так оно не работает. Мгм. Что париться? Нафига? Давай, Ну да. ну и все. Понятно. Ты создаешь сам себе еще больше. Это как, представь, я не знаю, ну, любую другую. То, что ужасно, ты будешь... А если вот представь, в другом мире это супер. Что-то хорошее. Ну, представляй, какая разница, итог-то от этого не поменяется. Мгм. Оно же в реальности не так. Конечно. Чё, ну и все, и что, если. Мечтать-то можно о чем угодно. Можно и мечтать, что летать можно. Можно еще последний вот вопрос? Давай. Ты сказал, что вот что бы ты сделал по-другому, ты бы сказал, я бы там, ну, как бы отпустил ситуацию, забил, бы, по-другому подошел. Вот какие-то конкретные изменения в предматчевой рутине ты вот сделал? Или ты делаешь ровно все, что же самое, просто внутри какие-то себе другие слова говоришь? Потому что мне кажется, после этого финала вот этот вот таких вот именно, когда ты перегорал, таких ситуаций уже в сезоне больше не было. Такие сильные психи ушли, да? Ну, то есть, это был, наверное, последний матч такой, мне кажется. Ну, с такими психами, да. Последний. Поменял ли ты что-то вот конкретно? Ну, это про состояние. То есть это не в плане фраз
и так далее. Это про состояние, когда ты ловишь вот то состояние, когда ты и собран, и не давишь на себя, и не ожидаешь, и не требуешь, но ты собран. Ну, просто знаешь, там, я не знаю, игроки говорят, там много Ну, я там как-то дышу по-особенному, я медитирую, кто-то говорит, ты что-то делаешь? Стал Ну, делать? я все делаю. Ну, просто так устроено, что мы к всему привыкаем. То есть и какой-то одной, условно, техникой там я дышу, ну, окей, тебе это поможет. Какой-то, наверное, отрезок будет помогать, но потом ты к этому привыкаешь. И ты уже даже не И нужно замечаешь. что-то еще, да? Да, нужно, и поэтому важно чередовать что-то новое, там, про себя узнавать, себя ощущать, что вообще тебе нравится, как ты ощущаешь в такие моменты себя, как там тело твое отвечать на такие-то нюансы, на такие-то. Про ощущения давайте поговорим. Двигаемся опять по нашей дорожной карте. Следующий пункт — это против топовых игроков на турнирах Большого Шлема. Это твои матчи на Ролан-Гаррос. Ты уступил Янику Синнеру, и на Умблдоне ты проиграл Карлосу Алькарасу. Да. В 4-м круге на Гарросе и на Умблдоне. Скажи, пожалуйста, эти ребята, такое ощущение, что сейчас находятся где-то в стратосфере. Есть ли вот это чувство, что вы тоже топовые игроки, но находитесь не в стратосфере, а просто на другой, скажем так, планете, и вот этот уровень между вами, он сейчас очень, очень, очень большой. Как это ощущается, когда ты с ними играешь и играешь против них на корте, находясь? Ощущение против них, что они играют в теннис. Вот и все. А то, что как бы мы делаем, ну, точнее, не мы, я буду себя говорить за себя, то, что я делаю, это как сказать, игра от того, чтобы не проиграть, возможно, чтобы где-то повезло, прокатило, может подфартить, вдруг кто-то ошибется, а у них как бы они играют. Им как бы не важно, что на другой стороне. Они делают свое дело, они идут, неважно какой счет. Идут, вот он умеет делать одно, он это делает. Неважно какой счет, то что он понимает, что это в перспективе, оно и даже если он пусть начнет не очень, пусть он проигрывает, все равно в перспективе это ты либо переломишь матч и выиграешь, либо в перспективе все равно ты выигрываешь дофига. А когда вот с отношением там, как у меня, что вот сейчас, может, наоборот, лишний раз не рисковать, либо, наоборот, сейчас как надо рискнуть ниоткуда, когда ты пытаешься думать, анализировать, перестраховываться. Что если? А что если? А вдруг повезет, он ошибется, дай бог, он ошибется сейчас, дай бог, я попаду в первую подачу, когда ты начинаешь вот это, то это оно не работает. Они играют и играют просто, все. Нету, а что, а если? Просто знаешь, что вот такого нет, да, что ты выходишь, и ты понимаешь, что вот, по-моему, про Сирену такое говорили, что она еще до матча выигрывает матч, да? То есть, когда соперница Ну, выходит... это тоже, конечно, я даже на себе это чувствовал, когда ты в каком-то хорошем находишься в форме, когда ты доходишь далеко стабильно на турнирах, то какие-то матчи тебе даже не надо ничего делать, они... Не верят сами. Они, да, сами проигрывают. То есть это уже как больше уважения называется. Когда тебя настолько уважают, что они не верят, что они могут выиграть, то есть они выходят уже заранее с проигрышем. Да. И как бы такое я очень на себе часто ощущал, там, не достигнув там, результатов таких, как у Яника и у Карлоса, но я успел на себе это ощутить там, в те сезоны, когда у меня получалось показывать высокие результаты стабильно. И это очень спасает, потому что волнуются все. И Алькарас, и Яник, и из первых кругов, и так далее, и так далее. Просто... И были матчи, когда я выхожу в первый круг, я понимаю, что я вообще не попадаю, но поскольку на той стороне игрок, он настолько в себя не верит, то он просто сам отдавал матч, и еще после матча, блин, капец, я вообще не знаю, как против тебя играть. Я такой, Я вообще ничего не делал. Слава богу. Саш, давай, жги. У тебя есть стейки, которые нужно озвучить. Слушай, Андрей, ну вот возвращаясь к матчу против Алькараса, тем не менее, несмотря... Мы постоянно наблюдаем же, как бы пытаемся делать тоже выводы, и нам мне показалось,
что эти матчи, несмотря на то, что ты их проиграл, они стали для тебя одними из лучших в сезоне. Я имею в виду Уимблдон. Ну, там, да, потому что немного других было. Уимблдон и Цинциннати же. Ты потом сыграл 7-5 с ним в третьем. Да. И на самом деле, опять же, мне показалось со стороны, что в этих матчах, особенно в сетах, где ты выигрывал, первый на Уимблдоне, второй в Цинциннати, это был вот такой, наверное, может быть, новый как раз вот этот Андрей Рублев, которого ты строишь. Ты потом можешь это подтвердить или опровергнуть, но вот здесь конкретно нарезка с матча в Цинциннати, несколько розыгрышей. Но что бросилось в глаза? У тебя первое, вот то, что ты говорил, была очень такая стабильная подача, то есть высокий процент первый, у тебя был 70+. В Цинциннати во втором сете ты вообще 88 мячей с первой подачи выиграл. И вот было ощущение как раз, что ты даже, не знаю, как-то подаешь даже не на силу, а вот как-то так хорошо контролируешь вот это, свои действия на подаче. Это и сама подача, и первый удар, что это очень круто. Второе, что ты, несмотря на то, что Карлос, он сам постоянно пушит соперников, ты его передавливал, то есть ты был больше времени в атаке, согласно статистике. У тебя получалось его давить. И третье, как раз что ты давил, вот опять же, не только за счет силы, но за счет смены, там, скорости каких-то решений, и за счет этого было меньше невынужденных ошибок. То есть мы посчитали, в этих сетах, которые ты выигрывал, у тебя было меньше 15% невынужденных ошибок от общего числа розыгрышей. То есть в среднем это там типа на 3-4 процентных пункта ниже средней отметки по туру. Да, и еще я просто хотел один момент сказать, что у тебя на самом деле после работы с Маратом, особенно в этих матчах, ты стал чаще выходить к сетке. То есть я посмотрел тоже статистику в этом году, у тебя плюс 2 процентных пункта выхода к сетке, ты стал чаще выходить. На самом деле, кажется, 2 процентных пункта это мало, а я пересчитал, ну, условно, от общего количества розыгрышей, это типа плюс 180 розыгрышей ты доигрывал у сетки. Это в сетах там просто, ну, дофига, потому что в сете там можно за 24 удара сыграть, то есть это реально круто. В общем, вопрос такой. Плюс матчей в итоге не так много-то было. Да нет, на самом деле если... Я имею в виду, обычно там ты играешь по 4 матча в турнире, по 3, когда доходишь куда-то, а у меня как бы там первый, второй. А давайте для начала поймем, согласен ли Андрей вот с этими тейками Саши, сколько... Ну, к сетке точно я стал больше выходить, чем выходил. Так. Дальше какие тейки? Ну, подача. Вот кажется ли ты, что в этом сезоне добавил подачи? И вы тоже, кажется, что-то поменяли с Маратом в движении? Как будто... Нет, движение не меняли. Подача не совсем. То есть оно... местами. Какие-то турниры она там хорошо проходит, какие-то процент не очень. То есть стабильности точно не хватает. В первой подаче вторая, да, получше стало. Больше чуть вариации стало, чуть-чуть она посильнее стала, но все равно, если учитывать, опять же, там, Яника и Карлоса, у них вторая намного сильнее. То есть это еще один пункт, куда нужно расти. Там, если брать конкретно матчи вот с Алькарасом, то, ну, то есть какие-то, да, часть отрезка у меня получалось тоже играть в теннис. То есть не было «а если», «а что», перестраховаться. То есть я просто делал то, что чувствовал и не думал. И... Давайте про физику сейчас поговорим. Ты сейчас продолжишь эту мысль, потому что у нас есть любопытная история. Мнение Динары Сафиной. Да. У нас много форматов. Один из них — это «Моя игра». Туда приходил Марк Россе. И вот в процессе как раз разговора зашла речь и о нынешних лидерах тура. И есть мнение Динары, которая считает, что остальные просто очень сильно в физике отстают. Давайте вот просто послушаем, как это звучало. И прокомментируем, конечно. Мы обсуждали это с Маратом. Это нам рассказывал Евгений Донской, он работает в команде Карена. Они говорят, мы тренируемся, но для нас, я им на это отвечаю, ваша тренировка — это мой разогрев. Да. И еще интересно кое-что, о чем Марат говорил с Евгением в Китае. Он говорит, большинство игроков в плохом физическом состоянии. Конечно, мы не имеем в виду Алькараса и Синера, но большинство в плохой форме, несмотря на то, что они все время проводят в зале. Так. Я, кстати, хочу... Да. Смотри, какая история. Здесь вопрос, я помню этот разговор с Маратом. Он такую вещь сказал, я же тоже его тренером по ФП занимался до этого. И раньше было такой hard work в тренажерном зале. И, кстати, какое-то время я тоже думал, ну это перебор. Когда ты там бежишь, и я бегал у меня, ну я извиняюсь, там, и тебя рвет потом. Ну как будто это уже все.
Вот. И ноги сводят, когда ты просто сцепление, чтобы скорость переключить на машине. Вот. И мы с ним об этом говорили, потому что у нас был один, точнее, у меня был тот же тренер, который у Марата был в свое время. И он говорит, то, что сейчас, и мне это тоже бросается в глаза, я не говорю, что это плохо или хорошо, просто интересно. Сейчас как будто вот фитнес, он больше вот направлен на какие-то такие специфические вещи. Наверное, может быть, это вообще какой-нибудь prevention, предотвращение, там, травм, то есть быть в форме, быть без травм. Но раньше как будто это был хард такой вообще, кор просто в тренажерном зале. Андрей, согласись с Динарой и Женей или наоборот? Или наоборот. Не согласись? То, что... Ну, здесь много нюансов. Во-первых, я согласен, что физически от Алькараса и Синнера 100%. Я могу за себя говорить, я отстаю. То есть там не нужно сравнивать, как они подходят ногами, как они носятся, то, что они умеют ездить, что с правой ноги, что с левой. Оба, неважно. То есть это вопросов вообще ноль, что физически отстаю. Вот. Потом... Дальше то, что Женя говорит, да, хардворк было раньше, там что, там уже не можете, фигово и так далее, что как будто такого нету, и согласен, что этого не хватает. То есть для меня оно все равно, опять же, какой хардворк? Если ты делаешь что-то, где ты выплевываешь легкие, но от этого не холодно, не жарко, то если мы говорим про именно вещи, те, которые польза, то нужно, потому что тебе нужно... Over the limit выходить. Да. То есть от того, что ты под лимитом, то толку от этого. Тебе нужно выходить за рамки лимита, а для этого нужно, как бы, чтобы тебе становилось хреново. Иначе ты не сможешь. Вот. Другие вопросы, что да, более фитнес стал, понимание, но это опять же мое мнение, понимание стало, то есть они лучше стали понимать, как работает тело, что лучше и так далее, потому что, во-первых, очень меняется покрытие, очень меняются мячи и очень меняется скорость, то есть скорости в разы быстрее, то есть даже розыгрышей особо на многих турнирах нету, все в 2-3 удара все подают 220, и от этого еще, возможно, более травмоопасно, и, то есть, да, возможно, как-то оно немножко поменялось, отношение фитнеса более, вот видите, как Женя говорит, prevention, не prevention и так далее, но хардворк нужен, чтобы ломать лимиты, это нужно далее, да, чтобы улучшать физические данные, скорость, мобилити, то есть это теннисные навыки необходимы. У тебя команду покинул Маркус, твой тренер по физподготовке, и предсезонку ты будешь проводить с двумя фитнес-тренерами. Новыми, да. Один из Италии, я его еще не видел. И вот второй, который только сделает предсезонку, это была инициатива Марата, которую я поддержал, потому что там какие-то есть детали, которые он мне объяснил, и он сказал, что для этого хорошо бы было фитнес-тренера, с которым я работал. Как раз про кого ты говорил. Это великий человек. Кто? Мигель. Мигель Маэсо, да. Он вообще регбист по своей природе, так скажем. Вот, регбист. И тогда, если заговорили мы сейчас о хардкоре, то это именно оно. Вот у тебя растошнило после вот это про то, что я сейчас рассказывал, это все оттуда. Мигелем. Понятно. Это все оттуда. То есть Андрюша будет выворачивать, да, наизнанку? Ну, не, Андрюха-то посильнее меня, он выдержит больше. Андрюш, удачи. Друзья, давайте дальше двигаться. Да, давайте дальше по нашей карте посмотрим, какая у нас следующая остановка, следующая точка. Мы как не только о теннисе говорим. Это коллаба с Ra Optics, правильно же? Да. Я просто впервые после твоей коллаборации с ними в июне узнал о существовании этого бренда, премиальный бренд очков. Петь. Насколько мы понимаем, да. Я прошу тебя. Отличие в том от других, что у них очень крутые, ну, такие необычного цвета очки, линзы. Одни созданы для дня, а другие для ночи, для вечера. Вот расскажи, как это, вот просто на примере этой коллаборации интересно, они зашли на тебя, ты согласился сразу или как работает? Да, долгая дружба была с основателем, да, этих очков? Нет, долгая немного история. У меня были проблемы большие со сном. И я очень подсел на мелатонин.
То есть без него я вообще не мог спать. Я принимал еще очень сильную дозу. О, говорят, зависимость не вызывает. На самом деле, это вы тоже должны понимать, это все спортсмены Ну, это, я не понимают. знаю, да. это уже, может, от головы идет. Слушайте, я Но тоже суть в том, что Конечно, если я принимал обычный мелатонин, я не мог спать, только с сильной дозой я хоть как-то мог спать. Ну и потом просто дошло до того, что я уже и с ним особо спать не мог. И какие-то там дальше там доктор, там, кто там делал тесты со мной и так далее, предложили еще, вот ты можешь там носить условно очки, чтобы у тебя... потому что я там часто вечерами либо в телефоне, либо в компьютере сижу, как и все, и от этого это тоже провоцирует, чтобы ты не спал, и они стали говорить, если ты хотя бы это делаешь, то старайся, вот есть специальные очки, которые как бы хотя бы чуть-чуть защищают глаза, это делать. Ну вот я заказал там несколько пар, стал, на самом деле, ходил в них просто потому, что мне было по кайфу. То есть, Что они красивые, да, называть вещи своими именами. Потому что они... Я же говорю, по кайфу. Ведь. То есть из-за того, что такой цвет там необычный, то рыжий, то желтый, я их одевал по кайфу. Все равно в номер сидел без них. За компьютером, Вот, да? Все равно, и заодно все равно пропагандировал, ну, как бы, не то, что здоровый образ, но все равно, что берегите как бы в течение глаза, дня вот. хотя бы там перед матчами, чтобы лишний раз не сидеть в телефоне, носил их. Если там кто спрашивал, типа, что ты в очках? Я говорил, я не в очках. Это... То есть еще и отмазка была, да. Special история. Классная. Вот. Ну и там одно видео завирусилось с этими очками в интернете, и их репостнули владельцы. Ну, это Optics. Ну, и вот так вот, по сути, И познакомились. заколабились. Ну, и да, вот в итоге заколабились, и вот вышла коллаборация этих очков. Очень красивые фотографии, очень красивые очки. Я как фанат очков прям... И, по сути, да, желтые они... Да, мне тоже понравилось. Я забираю, спасибо, Андрей, за Это басиатский Степины подгон. очки, верни, Степины? пожалуйста. Да, Ну, давай я, Глаза. вот пока мы с очками еще не распрощались, я, по крайней мере, еще Хорошо. посижу, чтобы сделать удачный скрин и выложить в соцсети, Но. чтобы сказать, что это мои очки. Чтобы потом Но с тобой мы, тоже как всегда, связались. да, мы, как всегда, вызываем искусственный интеллект, который примерил какие-то очки, не знаю, сами не можем оценить. Точнее, мы как раз будем это делать с помощью двух эмоций. Идут они тебе или нет? Слишком кринжово или все-таки топ? Давайте Есть посмотрим топ и есть, первый друзья, вариант кринж. Андрея и очки и искусственного интеллекта. Только ну просто очки. очки, да, хорошо. Просто очки не на Андрея. Давайте посмотрим. Первый вариант. Взял бы такие или нет? Я не понял, очки-то что, вот эти маленькие, Вот что на лице всё, или весь? всё. Эти штуки нужно Как маска. типа носить на себе, да. Полностью. А мне нравится. Мне тоже нравится. Мне кажется, очень необычно. Кринж. Я правильно понимаю, что всю маску нужно на себя надеть? Да. То есть она Ну, будет, я говорю, конечно, кринж. кринжать. Была бы Нет, борода. тут сейчас Хелиавара и Паттон в таких выходили. Вот это для парников очки. Давайте дальше. Следующие очки, пожалуйста. The next one. Ой, О, это, конечно, что да. Это Андрюхи пойдут. Зачетно. Так, это Короче, у меня стрекоза. всё У нас, будет, я у уже нас понял. топчики Я у тоже всех понял. почти. Не, я не Там согласен. из нормального Мне ничего не будет. Это я уже Леди понял. Баг и Суперкот. Это Во-первых, очень это интересно. очень модно сейчас. Это Это вот эти мой лапки. логотип. И оранжевый, похож, и оранжевый кстати, да. цвет, кстати. Или я здесь не оранжевый видел. Поехали дальше. Оранжевый. Еще одну. Так. Слушайте, это тоже топ. Это, мне кажется, больше Марату подойдут, так что можно ему Прикольно. отдать. А почему тебе не нравится, Андрей? Просто не нравится? Ну, могу сказать, нравится, окей. Да не, слушайте, Как но переменчив. вот честно, вот если бы не было ракеток, Ну, вот если на не мой было взгляд. ракеток, то да. Но это обычные Я рейбены бы- бы Да, были. да, всё. но это круто, а это Вот я кринжать. поэтому про Марата и вспомнил, он же в рейбенах ходит, по-моему. Давайте еще одну посмотрим. Мне кажется, что это Вот очень это мне неудобно. не нравится. Они будут перевешивать. Полбу, так сказать. Да, 40-15. А, с другой стороны Стулом 40-15. по лбу. Очень странно. Да. Вот так у нас. Нос прикрывает. Too much. Окей, спасибо. Все, спасибо, Классно. я пошел. Нет. А, нет? А еще А что-то еще есть. будет, Подождите, еще. извините. Видимо, это что-то Ну, тоже невероятное. самое, в ту же Нормально. сторону. Ну, короче, твои лучше, Как да? не смотреть просто. Да. Это А, стильно. раньше были с дырками для коррекции зрения, лазер vision назывались. Вот это примерно так это действует. Короче, мы не угодили Андрею в выборе очков. Давайте двигаться дальше. И тут тоже важное событие по дорожной карте Андрея Рублева. Наконец-то, спустя 4 Можно года... снять? Тут жарко. Да, можно. Снимаю, только если там микрофона нету. Не знаю, Есть? не знаю. Ну, сейчас Сейчас проверим. узнаем. Сейчас узнаем, если тебя не будет слышно. Снимай, нам еще часа 3. Это очень А, жарко. Андрей Андреевич, проявите, пожалуйста, уважение. Я рассказываю, что Да, в я твоей слушаю. жизни произошло. Это ничего Спустя интересного.
здрасте, спустя 4 года ты Чего я делал? снова микс, сыграл да. в миксте. До этого ты играл с Настей Павлюченковой Настюхой. в Токио, вы выиграли Олимпиаду, и сейчас с Да. Каролиной Муховой одержали одну победу в первом Да. круге Опелку и Винус обыграли, и дальше в Авастории проиграли проиграли победителям, на US да. Open. Новый формат микста, Да. вау, я прям получила удовольствие, полные трибуны, все Да. классно, и круто было тебя снова увидеть на корте. Почему это здорово играть в микс? И почему ты все-таки согласился играть в US Open? Ну, потому что 4 график года. позволял там. Там же он проходил за неделю еще, ну как за неделю, за, не хочу соврать, неделю или там за 4 или 5 дней до первого круга в одиночке. И это проводилось все в 2 дня, уменьшенный формат. Поэтому, наоборот, классно сыграть какие-то матчи, пусть даже это будет там и микс или парное, где ты уже и играешь на основных кортах, где ты чувствуешь это волнение, адреналин, игру, на то, чтобы выиграть. Потому что ровно тренировка, когда играешь тренировочный матч, это не то же самое. Нет такого... Оно не то. Ты играешь, чтобы, понятное дело, тебе там хочется хорошо потренироваться, хочется там и на тренировке выиграть, но это не сравнится с теми же ощущениями, которые ты на матче выходишь. То есть ты можешь на тренировке чувствовать по одному, выйти на матч и кардинально все вообще по-другому себя ощущать. И поэтому вот как бы такая история, она очень полезна. Просто подготовиться к одиночным, потому что на шельмах пара начинается после одиночек, и плюс из 5 сетов играешь одиночку, и еще если играть параллельную пару, то Заминочка нафиг. Ну, да, тяжело. А так ты за 2 дня сыграл микс, у тебя еще 4 дня есть. Каролина Мухова моя любимая теннисистка. Ну, видишь, Не могу как тебя не угадал. спросить, да. Мне она нравится, потому что у нее красивые глаза. Всем остальным фанатам Каролина Мухова нравится тем, что у нее, как говорят, в хорошем смысле мужское мышление. Ну, Это круто не играет. единственное Она в классно женской играет. туре. очень. Да, Она ты находишь очень- в этом? Нет, она очень классно играет, И она это очень... Как это... Разнообразно? Я не знаю, разнообразно ли, она очень классно играет, она очень как смелая, то есть у нее нету каких-то там страхов, там, боязнь мяча или чего-то еще, то есть она наоборот очень уверена, очень смело, очень как человек очень хорошая, приземленная, нет никакой там... Звездности? Ну, назовем звездности, пусть будет звездность. А насколько сильно отличается пара? Ты же достаточно часто Да. играешь пару Да. в течение сезона Да. с микстом. Вот даже вот тот вопрос насчет девчонок, которые стоят Да. у сетки, и тебе там твой удар справа, который, извиняюсь, я помню, мне говорили, насколько сложно против тебя ребята, говорили, насколько сложно против тебя у сетки стоять, когда ты справа или принимаешь, или бьешь. Как тебе это психологически? Ну, наверняка как-то пытался обходить. Не, Не. Бил? ну, конечно. И Как, будешь ты... На победу. Бью и буду бить. Вот сейчас мы проверим, Нет, друзья. Да, я отвечу. Друзья, Пожалуйста. проверьте. Что ты торопишься? Да, не, на самом деле, ну, опять Голоса же, в здесь голове. же играется уже настоящий матч. Ты играешь, там, извините, за звание US Open, там большие призовые, так же, как с Олимпиадой. То есть, понятное дело, ты используешь все, чтобы выиграть. То есть, понятное дело, я буду использовать слабые стороны. То есть, если я знаю, что девочка боится у сетки, если я играю сзади, понятное дело, я буду использовать это. То же самое, как если там в задней линии пацан или девочка, понятное дело, буду играть на девочку, потому что пацан Не, ну играет это лучше. да, То же самое, как было условно на миксе. Кстати, был наоборот, мы играли против австралийцев и играли против Барти и одного парника, Пирса, по-моему. Он в задней линии играл хуже, чем Барти. И наоборот, на задней линии играл все в Пирса, потому что он особо там не вращал, Да-да-да, ничего, он больше подставлял и пытался, да, к сетке бежать. бежать. И я играл наоборот, все задней линии на него, но не суть. И, понятное дело, я не бью, чтобы пробить девочку или попасть в нее. Ну, как бы я играю в ее половину, и я понимаю, что если вот стоит она, ее половина большая корта, Да-да-да, стоит конечно. она, и ты играешь как бы 2 метра от нее, и как бы это больше, чем достаточно, чтобы выиграть очко. То есть я же не играю, чтобы ее прибить. Вот давайте проверим Да, прямо давай, сейчас. смотри. Не расходятся ли слова с делом? Да, А мы где я се- там бил? Или Нет, какие-то мы сейчас моменты? возьмем тебя и Женю Донского и отправим вас в соседнюю локацию. Встаньте, пожалуйста. Не Нет. бойся, надо просто встать Погнали. и пойти поиграть. Андрей, куртку в- ты уже снял, так что, в принципе, Ты можешь уже ее готов. оставить. Да я, походу, там... Там и останешься? Да.
Не, микрофон-то на тебе, поэтому Ну, всё что окей. Да. Пойдем, я тебя провожу. Мы Мы щас сейчас друг против друга. хотим провести, друзья, микс. Мы так соскучились спустя 4 года по Андрею Рублеву в смешанном Нечестно, разряде, не что надо. пора 100%. вспомнить, как это. У нас в соседней локации прекрасная Анастасия Мыскина, чудесная Софья Авакова, неутомимый Игорь Знаменский, А как, которые мы ж делаем один сейчас удар и проведут отходим, нет? тот Или как самый микс Ну, матч, ты один, а я но один. в таком мини Ты что, А разминки не варианте, в в настольном, я бы сказала, варианте. Да, и под громкие крики Игоря. Игорь, Пожалуйста. просим. Как... Итак, у нас все здесь быстро и четко. легче. У нас две суперкоманды. Ну, блин, Анастасия а если надо? Мыскина и Андрей Рублев. Евгений Донской и Соня Авакова. Сейчас мы выясним. Спартак против ЦСКА. Да, Хочу да. запомнить Это это они, сейчас. это они сами придумали эту штуку. Почему? Я, Нет, честно это говоря, не знаю. Это так и есть, это Действительности. исторически. Так. Вот, все, Насте достается первый мяч. А, Да давай. главное, не зажми Давай, на подаче, я? чтобы Да я уже нервничаю. Уже Ой-ой-ой. отбегали? Начинается. И... Я-то все... и... Красавчик. В смысле? Челлендж будет. Жухала. Смотри, оп. Я не Попал, смотрел. Давай, 1-0. давай. Попал. 1-0. Давай. Андрей Рублев, Анастасия Мыскина. Давай, еще Вы- одна твоя подача. Давай. Моя? Это- То мне зажимать Вы подавать. тренировались здесь? Конечно. Они тренировались. О, 2-0. Андрей Рублев. Шара. Два раза. Две Шара. подачи у каждого, да? Победа. 2-0. 2-0. Сори, but not sorry. Да. Ты вообще не ссори. И... О, какой Хорош, момент от Соня. Давай, Сони первый. Аваковой. Да ну вас. Я там. Давай. Затащила Да, Соня Победа. Авакова момент. Так. Молодец. Еще одна халява. Сильнейшим или нет? Да. 3-1. Везет тому, Везет кто так. везет. Андрей. Андрей Нет, Рублев Андрей. подает. А я не умею Подожди, подавать. наверное, на Как тебя. На тебя. с руки. Да я знаю, да, меня сейчас Снизу, зажмет. Как бублик. Да, Зажмет. Не. да, да. Можете. 4-1. Ну, Женька же... 4-1, это Женька матчбол. ракетка дурацкая. Матчбол. Матчбол. Матчбол Давай. номер 1 у Андрея Не Рублева. нервничай, все хорошо. Андрюш, сейчас зажмет. Давай, с первой. Сейчас опять кросс. Хорошая. Все. Это просто... Андрей Рублев, Анастасия Мыскина. Это... Просто Андрей победа. Рублев, кстати, не умеет подавать, Прости. он сам сказал. Ты ни одной ошибки не сделала. У тебя просто очень дурацкая ракетка. Ты иди уже Да. обратно. Дело в том, что Ну, уже не дурацкая да. ракетка. Пошли оправдания, любимые, как мы любим. Вот это вы сейчас Да. и обсудите в Андрюх, я соседней надеюсь, сейчас студии. зайдешь с ноги туда, в твою студию, и скажешь, кто лучше? Ракетка вообще идеальная. Вообще не те, ракетка не та, Погода и вообще... погода не И та. Я что, знаете, хотел Марата сказать? нет Не рядом. те, Чё ты погода это- не И та. та, и Да. другие... Ну, освещение явно было не очень. В тренажерке не Это помог. было классно. Мы Как сейчас, микс Петь, с Муховой мы- посмотрел. Пяти Петь, сетов играли. Ребят, мы сейчас идем дальше по дорожной карте. У нас дальше модельная жизнь Андрея Рублева, модель по жизни. Дело в том, что я тебе вот как девочка очень завидую, потому что какие бы ни были фотографии, ты на них получаешься каждый раз хорошо. Давайте сейчас посмотрим фотографию Андрея Рублева. Да, посмотрим другую. фотографию Мне не Андрея удается. Андрей Рублев Тихо. просто наглядно, друзья, чтобы вы видели. Причем сегодня утром мы фотографировали Андрея в нашей студии. И посмотрите, как хорош этот человек. Ну, модель, конечно, и волосы, и цвет. Блистательный стилист Лена подготовила луки для Андрея. Ты действительно прям хорош. Еще такая, смотри, техника. Причем такая. это фотографии на вещевом рынке. Настолько хорош Андрей, что кажется, это студийные фотографии. Молодец. Короче, прям здорово. Мне Ох. кажется, если что, знаешь, чем заниматься. Может получиться хорошо. Да, главное, чтобы звали. Саш, Да, быстро. После восточного турне ты решил перезагрузиться... После настольного После тенниса. настольного тенниса и после восточного турне ты решил перезагрузиться в горах. Да, карту нам покажите. давайте посмотрим. Вот, да, выложил видео у себя в соцсетях. Короче, это твое новое хобби, будешь дальше развивать. Вообще, как ты до этого дошел, что тебе это дает? Вообще почему, как, что и... И это горы или это скалолазание? Давай поймем. Скалолазание это было. Горы Прямо нет? Ну нет, это в горах скалолазание. Ага. Просто это не свободное скалолазание. То есть там специальные штучки приделанные, по которым ты можешь забираться, тебя привязывают. То есть это не как это, не... То есть специальное место для этого. То есть это не то, что я там куда-то пришел, себя привязал сам и такой на свой страх и риск полез. А в чем фишка? Потому что ты сейчас рассказывал, что у тебя был отпуск, ты был в Штатах, был в Лос-Анджелесе и прям занимался скалолазанием, да, отправлялся на скалодром, это называется, и пробовал себя вот в этой истории. Да. Почему это так завораживает тебя? В чем кайф? Классно. Ну,
Не знаю, ощущения классные, нравятся. Классное ощущение, не знаю, ты просто тебе откликается это или нет, и все откликается. Сложно А зачем? физически? У тебя получается? Почему тебе объяснение? Ну, не тебе в плане, а самому себе. Если тебе откликается, супер, не откликается, ну, пробуй что-нибудь еще. А физически вот насколько это Тяжело, сложно? и поэтому классно. То есть ты чувствуешь, что какие-то мышцы работают новые, которые ты особо не юзаешь, ну, не используешь. И, ну и все, и ты чувствуешь, что это какая-то более такая история про натуральную силу. Вот. Естественно, да, такая Ну природа? да, есть такое. А Да. руки не болели потом? Очень болели, да? В этом и прикол. Ты на картинге еще катался когда-нибудь? Я один раз... На прям каком-то классном прям нет. На таком себе, либо тоже на... руки же устают. На треке катался, там тоже бывает могут Это будет потом, после финиша, следующая графа, как Да, и сейчас дальше, да. И еще 8 карт. Я что-то представил, что Андрей забирается на гору, да, по-моему, по ударению. Долго-долго вскарабкивается, забирается, а там уже Алькарас. Там Мигель. И говорит, еще раз. Все хорошо, но Там есть, кстати, классное упражнение у него. Валдо, есть такая игра, слышал о ней? Нужно найти. Ну, в общем, нужно найти человечка в очень большом многообразии всяких различных предметов. Просто у тебя сейчас такой Counter-Strike знаю. Да, сейчас очень такой у тебя большой отпуск, тебя можно и там видеть. Мы представили тебя в разных локациях, потому что время у тебя на это есть. И прямо сейчас вот мы тебе даем такое учебное пособие, оно перед тобой, это карта. Тебя нужно самого найти. Суть в том, что мы эту же карту сейчас показываем нашим уважаемым телезрителям. И вы в комментариях А я тоже, там кто что быстрее. делаю? В теннис играю, не в теннис? Ну, Надо ты- искать. давай так. Друзья, все, кто нас сейчас смотрит, в комментариях, кто быстрее, Андрей себя найдет или вы, в комментариях Ну, нам пишите. Слушай. Соответственно, это нужно сделать по клетке. А как я себя Там найду? это Я как даже вообще не могу А1. Ну, Вот. давайте Вы там уже подсказку. нашли Вот Андрея. кто знает, Да не хотя надо бы- подсказки. Нет, хотя бы что ты там делаешь. Да ничего не надо подсказки. Хорошо. Все, нашел я себя. Где? 5 А. Пятый. 5, да. Ты себя Вау. нашел, не знаю. Это нужно смотреть, Кайф. кто это сделал быстрее, успели ли в комментариях это сделать. Но, я думаю, что многие просто поняли, как это работает. Еще одна локация, это Ёшкин ты ты уже картошкин. поехал в горы. Так, Давайте ее же интересно. покажем тем, кто нас сейчас смотрит. Тоже быстрее пишите комментарий, если вы успеете сделать это раньше, но мы потом уже все Ой, это я сверим, нашла, именно я нашла, подскажем. я нашла, уже я тоже нашла, вижу, я да. нашла, я нашла. Да вы играли уже. Нет, я Не, первый не, не. раз вижу. Нам Я нашла. только что эти карточки подвезли. Да, Да, конечно. я нашла, я нашла. Я не нашел. Точно не тот, который 7G. G. Я в дереве. Ты в дереве? Или за деревом? Ты просто спрятался. Хочешь подсказку? Нет. Сам А. себе используй свои подсказки. Я что такое Нашел, это? Нашел, да? Как я такой этот? А очень Но сложно, мне потому нравится что еще 4F. Прости, Соня. глаза разбегаются, и очень Ну ты же сложно быстро нашла. Ну, потому что я поняла, в чем ты Все, 3G. 3Г, кто Браво. нашел Браво, да, раньше, спустя и 5 кто минут. понял, как это играет, поэтому пишите. И у вас еще есть еще один А шанс, еще один? Андрея. Давай, да. все. Все играем. Ну, Но это очень соответственно, сложно. Давай. Это самое Я обогнать нашел. Андрея сможете или нет. Пишите Он уже клетка и цифра. Андрей Ой. оказывается на Господи. пляже. Это самое сложное из всех, что есть. Можно считать за мини-турнир Большого Шлема. Найти Кайф. Андрея здесь. Слушайте, это очень крутая Давайте игра. Пишите в комментариях, это нужно сделать быстрее, чем Андрей, который действительно видит эту картинку впервые. Андрей, а ты был Вы когда-нибудь тоже, в своей поэтому жизни? соревнуемся с На Андреем сочинском Рублевым. пляже. Да, на Нет. таком пляже. В таком каком-то был, да. На сочинском нет. Да ёшкин ты... А, нашел. себе. 5F. F5, да. Очень такая, 5F. очень знаковое на клавиатуре сочетание. А покажите нам графически, Да, я да. не вижу. F5 обведите нам, пожалуйста. Где это, где? Вот он, да, Блин, вот это он. очень сложно. Браво, Андрей. Круто, у Андрюх. тебя это получается и отдыхать, и находить себя. Мне кажется, это классная тренировка тоже Да. перед выходом на корт. Месяц без тенниса, он какой? Классно. Классный? Вообще нереально. Ты все успел сделать, что ты хотел за этот месяц? Ну, многое чего. Да, многое. Пожил. Не, классно, наоборот, я даже не вспоминал теннис. Да? Слушай, а не боишься, что, ну опять же, у тебя, по-моему, столько времени не было, да, без тенниса. Не боишься, что ты такой, блин, а и не хочется возвращаться? Ну нет, хотеть-то, наверное, хочется, желание-то не пропало, но окей. сейчас не хочется. Пока нет такого Ну и время чувства, есть, собственно, да. пока еще не настало то чувство такое, что вот хочу прям играть, тренироваться. То есть мне вообще... Когда у тебя предсезонка начинается?
И с чего она обычно начнется после такого перерыва большого? Посмотрим. Ну, как начнется уже, по сути, это скоро. Вот. Уже через недельку где-то начнется. С чего начнется, не знаю. Только с УФП, либо с УФП и Это кто теннис. решает? Не ты? Мигель. Ну, там, ну да, вот, наверное, Мигель. Ну, значит, начнется, мы уже знаем с чего. А вот скажи, ты сказал, Фотосессии. ты сказал то, что очень понравилось, много чего успел сделать. А есть уже какие-нибудь, может, мысли? Вот в следующем году вот будет больше, побольше времени, точнее, я имею в виду побольше, в ноябре будет просто больше времени, дай бог, в конце. Для тебя что-то такое задумал еще? Что ты еще не успел в этом году сделать, в следующем году замутить? Да нету, для этого же не нужно ждать ноября. Можно же это... Здесь же не про, там, условно, отдых, там, полететь куда-то в какое-то место красивое, в котором я не был. Здесь больше про просто, пожить вне тенниса, увидеть, что такое жизнь вне корта. То есть от того, чтобы я полетел бы сейчас на месяц, условно, куда-то, неважно, там, пляж, либо курорт лыжный или Так еще же чего-то, прекрасно чувствую. то, да, ты как бы, ну и что толку? Ты ничего не узнал, не пожил, потратил просто время. То есть в моем случае именно нужно было просто пожить обычной, ну, нормальной жизнью, вот, а перестать себе вот этот теннисную, убрать из себя теннисную жизнь, вот. Так, Увидеть жизнь, короче. Давайте Нам мы надо еще- финишировать, да? Да, давайте еще раз посмотрим дорожную карту Рублева. Там все, нет? Там все, Но мы сейчас кое-куда пройдем, пока мы это Ё-моё. смотрим. Да, нам нужно очень классно Снова финишировать, пинг-понг. поэтому нам нужно кое-куда пройти. Друзья, вы пишите обязательно в комментариях, какой поинт на Андрея вопрос отвечать не вам будем? запомнился Видимо, нет. больше всего. Мне, Петь, тебе какое Вы событие в этом году запомнилось больше всего у Андрея? Мое событие? Да. Вот Нет, связанное с Рублевым. А вот который сейчас произойдет, Да? я бы так ответил. Мы просто хотим тебе помочь в том смысле, чтобы ты все вот эти лишние эмоции, которые у тебя наверняка накопились уже за время отдыха тоже, чтобы ты высказал их, выложил их в своем фирменном ударе перед стартом нового сезона, чтобы ничего тебя не отвлекало. Ты знаешь, что Эта это штука такое? называется пиньята, кажется. Да. Ты видел когда-нибудь такие вещи вообще? Я первый раз. Видел. Внутри должны быть конфетки. Да, это самое. Найди Обычно только. на дне рождения такое делают, да. Внутри даже Ты уже Справа как или бы удар довольно прелюдия, Андрей. Бей по Не, панде. мне кажется, знаешь, что? Мне бей кажется, по что- Я панде. хочу сильно ударить. Андрей, мне кажется, что здесь еще нужно перед этим, это как торт на А торте как я не знаю, задать даже сильнее свечи. Мне получится. кажется, Слева, да? Справа, Андрей, я думаю, загадать да? желание перед тем, как ты ударишь. И все самое плохое мы оставляем вот здесь, вот самое прям... Ну или прям. что-то личное, да. И да, а чтобы хорошее вперед. было только с конфетами. Я Желание. Да, Давай. Ну давай. А если не сбудется, что? оно Вам сбудется. прийти, всё Нет, оно бывает. сбудется. Давай, Давай. давай, Ну, прям... посмотрим. ставлю на то, что с одного удара. Я это тоже произойдет. люблю. Издеваешься? такая же. Какая есть одного? Не, ну, Не с одного, не, тяжелый, она что ли? хрупкая, мне кажется. Давай, Давай. давай. Да я поставлю? Нет, давай. 220. Давай. Давай. Огонь. Это было Я круто. проиграл. Друзья, Красавчик. амбассадор проекта «Больше», наш любимый Андрей Рублев в этой Мишка. студии. Я Мишку нашел. Деньги, Андрей. Мишка, Мишка, Нет, Давай. деньги это потом сейчас все, когда уйдут. Спасибо. Да нет, мне Я тоже конфетку. Мишку хочу. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, болейте за Рублева и, пожалуйста, попробуйте конфетки Мишки Мишка, Степа. косолапые. Деньги не главное, запомните. Оказывается. Мишка вкуснее. Пока. Нет, конфет. La 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 la.